Всем здравствуйте! Сегодня предлагаю вашему вниманию вот такую сову. У этой совы тоже, как всегда, все ввязываем и вывязываем без пришивных деталей. Вяжем сразу вот такие красивые крылья. Начинаем вязать снизу. Вывязываем сразу вот такие ножки. Ввязываем крылья и вяжем голову. Это одна деталь. Далее делаем оформление мордашки. Вышиваем вот такие, вывязываем такие ушки из вытянутых петель. И можно связать такой декор, вот такой шарфик. И сова готова. Да, и когда вывязываем, хвостик тоже вывязывается, он не пришивной. По сантиметрам получается 11,5 сантиметров. Вот такая красивая сова. По подобной схеме мы с вами уже вязали вот такую птичку. Это пингвинчик. Ссылку на мастер-класс этого пингвина я оставлю на видео и под видео. Если вам понравился пингвинчик, переходите и вяжите. А сегодня мы с вами свяжем вот такую красивую сову. Для совы я использую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и крючок беру 4 миллиметра. Свяжем крылышко, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В первом ряду 8 столбиков без накида. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда по прибавке. Всего 8 прибавок. И в конце ряда получится 16 столбиков. Третий ряд 16 столбиков без изменения. Довязываем их до конца маркера. Складываем крылышко вот так пополам и провязываем за обе стенки 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь сделаем красивую обвязку. 3 воздушных петли и соединительная петля. Снова 3 воздушных петли. Следующий столбик, соединительная петля. 3 воздушных петли и соединительная петля. Вот получились такие крылышки. Ниточку оставляю короткую, так как будем эти крылья ввязывать. По 3 воздушные петли получилось 7 повторений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Начинаем вязать тело. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. В первом ряду 8 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Всего 8 прибавок. В конце второго ряда 16 столбиков. Довязываем их до конца. Третий ряд. 1 столбик. Следующий прибавка. Повторяем так 8 раз. В конце третьего ряда 24 столбика. Вяжем четвертый ряд. В этом ряду будем вывязывать еще ножки. Вяжем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 столбик. В этом столбике будем менять цвет пряжи. Набираем цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Во вторую воздушную петлю от крючка соединительный столбик 1, следующую второй соединительный столбик, еще 3 воздушных петли, во вторую воздушную петлю от крючка соединительный столбик 1 и второй, и еще 3 воздушных петли, во вторую воздушную петлю от крючка соединительный столбик 1 и второй, и столбик без накида в самую первую воздушную петлю. Только здесь уже будем менять цвет пряжи на основной. Такая получилась ножка. Теперь продолжаем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Шестой столбик снова не до конца. Переходим на желтый цвет. Вывязываем вторую ножку. 3 воздушных петли. Во вторую воздушную петлю от крючка соединительный столбик 1, следующую второй. Еще 3 воздушных петли. Во вторую воздушную петлю от крючка соединительный столбик 1, следующую второй. 3 воздушных петли. Во вторую воздушную петлю от крючка 1 соединительный столбик, следующую второй. Делаем столбик без накида в первую воздушную петлю, только ее не до конца провязываем. Переходим на основной цвет и довязываем основным цветом 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот как смотрятся ножки. Теперь отрезаем желтую пряжу. Эти вот 2 хвостика связываем на 2 узелка.
Можно еще один. 5-й ряд. В 5-м ряду вывязываем хвостик. Вот сделали один столбик без накида. Теперь 4 воздушных петли. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. Далее полустолбик с накидом и столбик с накидом. Получился такой хвостик. Сделаем соединительную петлю в сам столбик, из которого вывязывали этот хвостик. И далее продолжаем вязать 23 столбика без изменения до конца ряда. И всего в 5-м ряду 24 столбика. 6-й и 7-й ряды провязали по 24 столбика. 8-й ряд 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, убавка. Повторяем 3 раза. В конце 8-го ряда 21 столбик. 9-й ряд 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Повторяем 3 раза. В конце 9-го ряда 18 столбиков. 10-й ряд будем ввязывать крылья. Провязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4. И 2 столбика провязываю вместе с крылышком. Вы смотрите по своей плотности вязания, сколько нужно провязать столбиков для того, чтобы крылышки были в тех местах, где должны быть. Вот берем первое крылышко обвязкой вперед. И вот беру вот здесь за верхние столбики. Один столбик, ниточку в середину. И вот еще за столбики. Вязали 2 столбика вместе с крылышком. Теперь 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Берем второе крылышко. И тоже вот в верхней части обвязкой вперед. 1 столбик. Вот обвязка крылышка вперед. И второй столбик. И довязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Без изменения 18 столбиков. Так смотрится уже с вязаными крылышками. 11 ряд провязываем без изменения 18 столбиков. Довязываем их до маркера. 12 ряд вывязываем голову. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке.
Получится 18 прибавок, в конце 12 ряда 36 столбиков. По 36 столбиков вяжем с 13 по 17 ряд. 13, 14, 15, 16 и 17. 18 ряд. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Убавка. Повторяем 6 раз. В конце 18 ряда 30 столбиков. 19 ряд. 3 столбика. 1, 2, 3. Убавка. Повторяем 6 раз. И в конце 19 ряда 24 столбика. Я вставила глазки. Глазки у меня 16 миллиметров. Они расположены между 16 и 17 рядами. Также наполнила наполнителем. И переходим на 20 ряд. Здесь вяжем 2 столбика. 1, 2 и убавка. Повторяем 6 раз. В конце 20 ряда 18 столбиков. 21 ряд. 1 столбик и убавка. Повторяем 6 раз. В конце 21 ряда 12 столбиков. 22 ряд. Это 6 убавлений подряд. И дозаполняем наполнителем. Прячем верхнюю дырочку за передние стенки каждого столбика. Дошли до того места, с которого начинали. Теперь вот так затягиваем. И вкалываем в середину. Все, дырочку спрятали. Получилась такая основа для совы. Теперь сделаем утяжку для глазиков. Внизу головы ставили иголку, вывели в уголочек одного вот глазика, переходим на второй уголок этого же глаза и выводим через один столбик от ниточки, которую оставили. И теперь точно так же проделаем со вторым глазом. И теперь делаем утяжку и завязываем на узелки. Завязываю на первый узелок, перехожу на второй глаз, смотрю, чтобы утяжка была одинаковая. И потом завязываю по второму узелку. Эти ниточки прячу вовнутрь изделия. И сейчас будем вышивать клюв. Здесь я оставила хвостик, потом свяжу на 2 узелка и спрячу. И вот буду вот такими стежками как треугольничком. Все в один центр внизу. И вот так продолжаем вышивать.
И чтобы сделать сверху вот тоже красиво, сверху носика, сделаю вот так 1 или 2 стежка. 1 и еще 1. И потом вывожу ниточку вниз, завязываю на 2 узелка и прячу вовнутрь. Еще вот сделала такие белки возле глазиков. И сейчас вывяжем из вытянутых петель вот такие ушки. Вот заводим крючок за столбики, оставляем небольшой хвостик. И теперь захватываем рабочую нить и вытягиваем через эту петельку. Вот я делаю петелечки небольшие. Теперь здесь же рядышком снова захватываем рабочую нить и через эту петельку вытягиваем рабочую нить. И еще рядышком делаем третью петельку. Вот вытянули ее и через нее протянули рабочую нить. Так смотрится. Теперь здесь делаю закрепку. Ниточку отрежем. И вот эту ниточку перевожу к первому хвостику, завязываю на узелки и прячу их вовнутрь изделия. И вот я еще вышила полухлопковой пряжей черные реснички и бровки. И также из полухлопка сделала вот такой шарфик. Здесь нет ничего сложного. Связала столбиками с накидом. Вот так завязываем. Вот и получается такая красота. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!